go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим аудиофильские кабели от компании Kulimi и, конечно же, как всегда, обсудим их влияние на звук. И для этого очень масштабного обзора я взял уже целых 5 кабелей в разных ценовых категориях, чтобы было вдвойне интереснее и вам, и мне. И все 5 этих кабелей мне пришли вот в таких вот классических кейсах. И давайте, как всегда, по традиции сразу начнем с более дорогого аудиофильского кабеля Kulimi QA, который сейчас на AliExpress стоит примерно 15 тысяч рублей. И скажу честно, уже с первого взгляда он выглядит необычно и стильно. У него есть привлекательная синяя фурнитура, нейлоновая оплетка, позолоченные коннекторы 2 пин и балансный штекер на 4,4 мм джек. Этот кабель не слишком тяжелый, он 4-жильный с диаметром проводника 1,85 мм, а сопротивление составляет 0,20 Ома. И, конечно, стоит сказать, что этот кабель в использовании очень удобен, поскольку он почти не путается, да и заглушены у него сделаны здесь очень правильно. И сразу чувствуется, что производитель постарался, чтобы им реально было комфортно пользоваться. И внешний вид, друзья, у него это только начало. Ведь интереснее всего то, что у Kulimi QA находится уже под оболочкой. И в описании производителем заявлено, что этот кабель использует проводник с палладием и электромагнитным редкоземельным покрытием, дополненным жидким азотом 7N-OCC. И все это звучит ну просто фантастически. И это как раз тот случай, когда хочется проверить на практике, насколько это реально все влияет на звук. И вот здесь-то, друзья, и начинается самое интересное. И сейчас я с вами поделюсь своими впечатлениями от прослушивания наушников с этим кабелем. И послушал я кабель Kulimi QA с разными наушниками из своей коллекции, от басхедных и нейтральных до уже более техничных и аналитичных. И первое, что сразу заметно, это то, что звук с этим кабелем всегда становится чище и собраннее, причем даже не важно, каким наушником вы его подключаете. И на низких частотах при подключении я сразу услышал, что они становятся быстрее, плотнее и более динамичными по восприятию. И там, где раньше низкие частоты могли бы быть немного рыхлыми или уходить там в какой-то гул, то этот кабель словно берет и поджимает их, делает рельефнее, добавляет упругости и текстурности. И бас уже не просто где-то там присутствует, а четко выстраивает ритм и придает музыке дополнительную энергию куда более явно. Ну а дальше средние частоты. И вот здесь я особенно удивился. Вокал словно оживает, голоса становятся эмоциональнее, и ты начинаешь немного легче улавливать уже какие-то легкие нюансы. Дыхание, интонации и оттенки тембра, которые раньше терялись. А инструменты при этом начинают звучать чище и выразительнее, и словно каждая гитара, каждая виолончель или брас получает дополнительную фактуру и вес, и при этом середина в целом с этим кабелем воспринимается уже как более насыщенная, но при этом не перегруженная. Ну а высокие частоты тоже меняются в лучшую сторону, они становятся чище, изящнее, естественнее, и у них исчезает ощущение какой-либо яркости или утомления, а на их место приходит та самая необходимая многим наушникам прозрачность и легкость, благодаря которой цимбалы звенят тонко и красиво, а послезвучия становятся уже более протяженными, но при этом комфортными для слуха. И все это вместе сильно влияет на восприятие звуковой сцены. Она становится шире, глубже, появляется больше воздуха и пространства между инструментами, и музыка буквально раскрывается перед тобой уже в более трехмерном виде. И ты ощущаешь себя не просто слушателем в наушниках, а будто находишься прямо сейчас в зале или студии рядом с музыкантами. И в итоге кабель Kulimi QA реально впечатлил меня. Это именно тот кабель, который подчеркивает сильные стороны абсолютно любых наушников и при этом всегда добавляет им прозрачности, динамики и эмоциональности. И он умеет сделать подачу чище, бас более контролируемым, а середину выразительной, ну а верх легким и красивым. И самое главное, что все это звучит очень цельно и музыкально, без какой-то там искусственности или перегибов. И после такого опыта прослушивания ты сразу понимаешь, что это именно тот кабель, который выводит уже знакомые треки на совершенно новый уровень. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о следующем кабеле Kulimi QC, который сейчас на AliExpress стоит примерно 10 тысяч рублей. Он тоже 4-жильный с перекрестным плетением, которое сразу придает этому кабелю ощущение монолитности и аккуратности, как в случае с QA. Причем обратите внимание, что фурнитура и нейлоновая оплетка здесь
здесь точно такая же, и он также использует коннекторы 2 пин и балансный штекер на 4,4 мм джек. Ну и толщина каждой жилы уже здесь составляет 1,87 мм. Причем интересно, что сопротивление у него точно такое же, а именно 0,20 Ома. Да и внешне он выглядит также стильно, но уже чуть более строго. Но как всегда, самое любопытное здесь это уже проводник, и в его основе используется графен с палладиевым покрытием, да еще и пропитанный маслом. И все это звучит, друзья, как настоящая алхимия. Но именно такие решения и привлекают внимание в мире аудиофильских кабелей, а именно необычные материалы, которые должны влиять не только на надежность кабеля, но и на характер подачи звука. И в целом Kulimi QC это как раз тот случай, когда ты смотришь на вот это все сочетание материалов и понимаешь, что производитель хотел сделать не просто очередной кабель, а что-то со своим характером. И вот тут давайте уже остановимся подробнее. Ну и когда я только подключил кабель Kulimi QC к своим наушникам и начал слушать разные записи, то сразу понял, что у него есть свой особенный характер, и он очень убедительно проявляется. Бас здесь ощущается массивнее и в то же время контролируемее, он глубокий, упругий и с отличным ударом и насыщенной текстурой. Каждая басовая нота уже не просто звучит, а будто физически ощущается. При этом она не лезет вперед, а как бы аккуратно поддерживает ритм и создает фундамент для всей музыки. И, например, на быстрых треках бас остается всегда динамичным и собранным, а на медленных уже более бархатным и основательным по восприятию. Да и середина с этим кабелем раскрылась по-особенному. Голоса стали теплее и эмоциональнее, а инструменты приобрели телесность и словно такое живое дыхание. А гитара звучит уже с более богатым послезвучием. Ну а струнные в классике обретают больше оттенков, а фортепиано получает тот самый естественный вес и ясность. И все это подается цельно и музыкально, без какой-то там сухости или холодной аналитики. И у меня создалось такое ощущение, что этот кабель будто добавляет музыке немного душевности, делая ее как бы ближе и понятнее. А вот высокие частоты с этим кабелем на ярких наушниках получаются более плавными и аккуратными, но отмечу, что не замыленными, то есть они дают воздух, легкий блеск и ясность, при этом не утомляют даже на длительных сессиях прослушивания. Тарелки звучат прям чисто, переливы синтезаторов искрят, но без лишней какой-то яркости или остроты. То есть это именно та подача, где можно слушать часами и ваши уши, так скажем, не устают от прослушивания. Но отдельно, как всегда, мне хочется отметить вот эту звуковую сцену, которая с этим кабелем ощутимо расширяется. Инструменты получают больше пространства вокруг себя, появляется глубина, воздух и точное расположение в миксе. И ты начинаешь не просто слышать музыку, а как будто присутствуешь на живом выступлении, где есть ощущение объема, пространства и вовлеченности. И в итоге я вам могу сказать, что Kulimi QC добавляет музыке веса, тепла и цельности. Он подчеркивает басовую основу, делает середину эмоциональнее, а верх более прозрачным и комфортным. И при этом сцена становится уже более масштабной и свободной. И этот кабель, который дарит не просто какие-то там технические улучшения, а делает музыку более живой и увлекательной. Ну а теперь хочу рассказать вам уже о более доступном кабеле Kulimi QE, который сейчас на AliExpress стоит примерно 4500 рублей, и это уже куда более бюджетное решение в линейке Kulimi. Но при этом он совсем не выглядит простым. Этот кабель тоже четырехжильный, с аккуратным перекрестным плетением и нейлоновой оплеткой, и конечно PVH оболочкой, которая приятна на ощупь и не вызывает какого-либо микрофонного эффекта, как и в случае с другими кабелями. Ну а вот диаметр проводника тут уже, конечно, чуть меньше, чем у старших моделей, а именно 1,47 мм, а сопротивление составляет 0,25 Ома, что тоже, конечно, является хорошим результатом. А вот что касается материалов, то тут уже используется 7N OCC посеребренный палладий в сочетании с монокристаллическим серебром. И это комбинация, которая сама по себе обещает чистое и детальное звучание. И на деле скажу вам так, что так оно и есть. Ну а коннекторы тут, как всегда, стандартные. 2 пин, 0,78 мм с балансным штекером, 4,4 мм джек. В общем, все сделано качественно, аккуратно и для своей цены выглядит, как по мне, он тоже очень достойно. Ну, конечно, друзья, самое интересное это то, как этот кабель влияет на звучание наушников. Ну и попробовав этот кабель с разными наушниками, я сразу заметил, что этот кабель делает звук более легким и прозрачным. Бас получается менее массивным, чем у старших моделей,
моделей, но он быстрый, аккуратный и хорошо очерченный. На электронной музыке он дает драйв и ритм, а на джазе и живых инструментах четкую текстуру контрабаса и естественный отклик барабанов, а середина при этом очень чистая и нейтральная. То есть он не добавляет там от себя какого-то излишнего тепла или окраса, зато очень подробно раскрывает все детали вокала и инструментов. Голоса звучат открыто, гитары звонко, а скрипки ярко и живо. И это именно та подача, когда ты ощущаешь вот эту прозрачность и ясность, без намека на какую-либо мутность и замыленность. Но высокие частоты получились ясными и воздушными, с легким акцентом на детализацию и прозрачность. Звук как бы искрится, добавляя музыке больше света и воздуха, но при этом не скатывается в какую-либо резкость. И именно в этом диапазоне особенно ощущается вклад монокристаллического серебра, с которым звук становится чище и куда более открытым и воздушным по восприятию. А звуковая сцена при этом также расширяется, появляются дополнительные слои и воздух между инструментами. Конечно, это не столь такая масштабная сцена, как у топовых моделей Кулими, но для своей цены этот кабель действительно приятно удивляет. Сцена становится более ясной и структурированной, что особенно уже заметно на наушниках с изначально более зажатой звуковой сценой. И в итоге я вам могу сказать, что Kulimi QE этот кабель для тех, кто хочет получить больше прозрачности, детальности и воздуха в звуке, но при этом не готов тратиться на более дорогие модели. Он аккуратно подчеркивает низкие частоты, делает середину чище и выразительнее, а верх открывает, добавляя легкости и сияния. И это тоже отличный вариант в своей ценовой категории, который уже дает ощутимый апгрейд по звуку. Ну и напоследок, друзья, я оставил два бюджетных кабеля, которые стоят примерно одинаково, около 3300 рублей, но при этом обладают своим характером и звучат совершенно по-разному. И речь идет о Kulimi 01 и Kulimi 02, и сравнивать их вместе мне было особенно интересно, потому что каждый из них по-своему раскрывает наушники. И начнем с внешнего вида и материалов. Оба кабеля выполнены с аккуратной витой вязкой, они увесистые, не путаются, и их отличие сразу бросается в глаза, поскольку Kulimi 01 выполнен вот в такой вот яркой синей расцветке, а Kulimi 02 выделяется уже кроваво-красным оттенком, и при этом сам по себе 01 чуть массивнее. У него диаметр проводника составляет 2,83 мм, и используются две жилы из многожильного редкоземельного палладия с покрытием и посеребрением 7N OCC, а у красного 02 проводник уже чуть тоньше, а именно 2,78 мм, также две жилы, но состав уже другой, однокристальное серебристо-палладиевое покрытие в сочетании с азотно пропитанной красной медью, да и сопротивление у них тоже различается. У 0.1 оно составляет 0,25 Ома, а у 0.2 чуть выше, а именно 0,26 Ома. Ну и в остальном эти кабели идентичны. Та же медицинская PVH оболочка, те же надежные 2 пин-коннекторы и балансный штекер 4,4 мм джек с одинаковой фурнитурой. Но вот по звуку тут уже все куда интереснее. Ну и начнем с низких частот, которые Kulimi 01 подает мягко, бархатисто, и бас с этим кабелем более аккуратный, музыкальный и с хорошей текстурой, но при этом он не слишком плотный. Он словно создает такую ровную, комфортную основу, которая не давит и не утяжеляет музыку. А вот Kulimi 02 напротив делает бас немного плотнее и теплее внизу, с более выраженной атакой и легким драйвом, благодаря чему бас звучит более энергично и насыщенно, будто музыка прямо оживает изнутри, и на быстрых композициях разница особенно заметна. 0.1 держит ритм ровно и спокойно, а 0.2 добавляет чуть больше динамики и энергии, да и середина у обоих кабелей раскрывает характер звучания еще интереснее. Kulimi 01 делает ее очень такой гладкой и музыкальной, вокал натуральный, инструменты цельные, подача словно такая дружелюбная и комфортная, и слушать можно часами не уставая, а Kulimi 02 наоборот, немного словно оживляет серединку. Голоса становятся выразительнее, появляются какие-то новые нюансы инструментов, и звук в целом эмоциональнее и более вовлекающий. И здесь сразу слышно, как небольшие изменения в проводниках и материалах дают уже заметный эффект. И если 0.2 чуть яснее, чуть детальнее в этой области, тогда как 0.1 более плавный, нейтральный, что очень хорошо будет для более энергичных по подаче наушников. Но высокие частоты эти кабели тоже подают по-разному. И если Kulimi 01 дает такие мягкие и прозрачные верха, аккуратные и комфортные, которые не режут слух и идеально подойдут для долгих сессий прослушивания, то Kulimi 02 добавляет верхам искру и
воздух, и детали становятся более отчетливыми. Тарелки и струнные звучат с этим кабелем яснее и ярче, не теряя при этом своей плавности, с ощущением более лучшей легкости и прозрачности. Да и на звуковой сцене тоже слышны изменения. Если QLEMI 01 создает такое ровное и гармоничное пространство, где инструменты расположены удобно, а сама сцена очень такая цельная и комфортная, где все воспринимается спокойно, то QLEMI 02 раскрывает сцену шире, добавляя слоистость и глубину, и появляется даже легкая воздушность с более лучшим ощущением пространства, которое становится более живым и динамичным для вашего восприятия. И в итоге оба кабеля реально улучшают звук наушников, делая его более прозрачным, детализированным и живым, но характер подачи безусловно разный. QLEMI 01 это про уютный такой мягкий, музыкальный и комфортный звук, а вот QLEMI 02 это уже про более энергичный, выразительный и с чуть более яркой серединой и чуть детальнее в верхах. И выбор между ними зависит от того, что вы цените больше: долгую музыкальную сессию с комфортной подачей или живой и очень эмоциональный звук с чуть более завлекающей подачей звучания. И в итоге, друзья, могу с уверенностью вам сказать, что все кабели QLEMI, что я протестировал, оказались отличными вариантами для самых разных задач и уровней наушников. У каждого есть свой характер, все они действительно улучшают подачу, делают музыку детальной, прозрачной и музыкальной, и при этом они прекрасно сочетаются как с теплыми и нейтральными, так и с более техничными и аналитичными наушниками, будь то для комфортного и долгого прослушивания или для максимального раскрытия всех деталей. Так что я смело могу вам рекомендовать их покупки. Ну а все необходимые ссылки на покупку этих кабелей, как всегда, будут в описании и закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.